Сегодня утром беспрецедентное событие произошло в мире российского шоу-бизнеса. В Подмосковье в особняке известного певца Филиппа Киркорова служащие дома у ворот особняка обнаружили траурный венок с надписью «Заказывай гроб, он тебе скоро пригодится». Это шокирующее событие произошло практически одновременно с нападением на Филиппа Киркорова в городе Самаре после концерта артиста. Это уже четвертое нападение на Филиппа Бедросовича за текущий год. Артист увеличил штат охранников до 8 человек. Теперь более подробно об этих событиях. В последнее время у российских зрителей возникало много вопросов по поводу концертов Филиппа Киркорова. Как вообще такое возможно, ведь Киркоров является фигурантом 2 уголовных дел и находится под подпиской о невыезде. Напомним, что Киркоров обвиняется в оскорблении чувств верующих людей после танца на поваленном кресте во время своего юбилейного выступления. Также Филипп Бедросович может быть причастен к смерти своего поклонника из города Самара. Месяц назад Киркорову зачитали судебный приговор, по которому он должен лишиться свободы сроком на 10 лет. Однако, несмотря на судебные приговоры, Киркоров продолжает гастролировать по России и давать концерты. Стало известно, что за артиста заступились высокопоставленные лица, работающие в Кремле, и дело Филиппа Киркорова отправлено на пересмотр. Однако граждане, недовольные поведением Филиппа Киркорова, не стали ждать пересмотра дела и решили действовать собственными силами. Нападение на Филиппа Бедросовича произошло вчера вечером в городе Самара после очередного концерта артиста. Полиция предполагает, что в нападении мог быть виноват сам Филипп Киркоров, ведь он оскорбил чувства своих поклонников. Напомним, что погибший фанат был родом из города Самара, и Киркоров допустил большую ошибку, пригласив на свое выступление вдову погибшего поклонника. Вдова поклонника, учительница средних классов города Самары, приняла приглашение и пришла на концерт, но была неприятно удивлена поведением Филиппа Киркорова. Артист пригласил женщину на сцену и предложил исполнить совместную песню. Женщина вышла на сцену, но разрыдалась после первых аккордов. Уже позже в интервью прессе вдова поклонника сообщила: «У меня горе, в семье погиб муж. Погиб по вине этого артиста. Зачем звать меня на сцену и делать из меня посмешище?» Вероятно, после Киркоров понял, что совершил ошибку, и решил публично извиниться перед супругой фаната. «Я готов помочь вам и вашим детям. Простите меня, если сможете. Бог видит, я не хотел этого происшествия». Однако зрители освистали Киркорова и не дали ему закончить фразу. Напомним, что поклонник Киркорова погиб в тот момент, когда собирался подарить цветы Филиппу Бедросовичу. Артист испугался от неожиданности, оттолкнул мужчину, и фанат скончался на месте от полученных травм. Стало известно, что нападение на Филиппа Киркорова произошло после выступления около одного из супермаркетов Самары. Несколько охранников пошли в магазин за продуктами, а с Киркоровым остался только водитель. В этот момент несколько человек подбежали к лимузину певца и попытались вытащить Филиппа из машины. Киркорову успели нанести телесные повреждения, но появившаяся охрана сумела предотвратить трагедию. Полиция считает, что такие шокирующие события, как появление траурного венка и нападение на артиста, могут быть связаны между собой.